Важный эпизод. У Майкла Дугласа есть дочь. И он с ней не в ладах, потому что она его винит в потере матери. Вот. И он рассказывает ей, и в том числе и этому человеку-муравью, о том, что когда он сам был молодой, он сам в этом костюме бегал, и жена его просила брать с собой на задание. Был второй, короче, костюм. Да. Ее звали Оса. Да. И в 1987 году якобы, там сказано, советские сепаратисты захватили шахту с баллистическими ракетами под Курском. И одной шмальнули в сторону Америки. Обратите внимание, если Россию вспомнят по ходу, обязательно мазнут говном какие. Обязательно. Без этого нельзя. После этого будут говорить, что это просто кино, это художественный вымысел. Только что-то вымысел у вас все время одинаковый, непрерывно вот взять и обмазать говном. Я обращаю внимание, что вот несмотря я первый раз увидел, по-моему, в этом с Арнольдом был, где там этот малиновый джихад, True Lies, эти, как правдивая ложь. Фильм был хороший с Арнольдом. Это ремейк французского какого-то фильма. Вот. Там тоже наши сепаратюги какие-то там из Казахстана или откуда-то там, вот они там продают уран, они там продают ракеты, еще чего-то. Ну, ты хоть раз слышал, чтобы кого-то поймали с нашим ураном? Ну, ты представляешь вообще какой-то скандал? А может, это засекречено? Нет, это все бы использовали против нас сразу. Они, америкосы, к этому делу со страшной опаской вообще. Потому что непонятно, в чьи руки это попадет и что вы там сделаете. Например, хохлов заставили просто отдать все ядерное оружие в Россию. Просто заставили, потому что непонятно, что вы тут дебилы отчебучите. Точнее, наоборот, понятно. Прикинь, если бы сейчас у бандеровцев были бы ядерные бомбы, что бы там было в Донецке, Луганске и во всем остальном. Если они там, не задумываясь, точку У пускали неоднократно. Это что такое? Это тактическая ракета. Такая прилетает сверху, как даст в одной республике на Северном Кавказе, так, по-моему, за раз там 280 с чем-то человек убили, если правильно помню. Очень хорошая. Советская, значит, отличная. Поэтому все отовсюду было вывезено, все сосредоточено в России, навязаны там всякие идиотские условия, что ни в коем случае там наших проверяющих на все ядерные производства посадите, там, чтобы мы все видели, американцы там туда-сюда, это мы купим, здесь мы своих засунем, еще чего-то. В общем, утечки невозможны. Но в кино, повторюсь, говном мазануть не забудут никогда. Вот никак. В Курске сепаратисты, в Курске. Отлично. Просто отлично. Но это же не в целом русские, это просто какие-то плохие. Это типичные русские, у них все время так. Сериал «Чернобыль» включи, там то же самое. Только про атомную электростанцию. Все то же самое. Разбежались с ведром говна. Обдали вообще всех с головы до ног, начиная там от высшего руководства страны и кончая последним там шахтером и водолазом. Все говном облили. Обращаю твое внимание количество дегенератов в России, которые в восторге от этого замечательного произведения. Вот волшебная сила искусства. Ну так и тут. Так,